Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня утилизируем ненужные штаны. Занимают место, не востребованы. Я нашла отличный способ утилизации, и в этот проект уйдут не одни брюки, и это радует. Я взяла темной расцветки и даже черной, а также мне понадобятся светлые. Какие-то брюки уже побывали в работе, частично, а есть и такие, которые совсем новые с этикеткой. Я буду резать и где-то буду распарывать, если это будет необходимо. Итак, начнем. Теперь распоротые штаны я буду нарезать на полосы. Ширина каждой полосы у меня будет 10 сантиметров. Я замерила, самая узкая штанина у меня 20 сантиметров. Это как раз получается на 2 полосы. Для быстроты действия я сложу штанину пополам и, прикладывая линейку, буду делать отметки. Отрежу по линии и потом разрежу посередине. Нарезанные полосы я затем соединю вот таким швом под углом 45 градусов. Это нужно для того, чтобы при дальнейшем сшивании у нас не было толстых участков. Затем эти швы я разутюжу таким образом. И полосы, сложив вдвое, еще раз заутюжу. И дальше, заложив вот таким образом срезы, я застрочу. Из мужских брюк мне надо будет соединить по 2 полосы таким образом, из детских по 3 полосы. И у меня получается длина каждой полосы 1,80 м примерно. Ну вот, как показала практика, для удобства при сшивании длинных полос лучше заутюжить вот так вот по срезам, и процесс сшивания происходит и быстрее, и удобнее. Ну и, конечно, после сшивания полосы надо будет проутюжить. При глажке я пользуюсь вот этим деревянным бруском. Это мебельная деталь. Можно взять любой деревянный брусок. Я продвигаю брусок вслед за утюгом, и край сразу же стабилизируется. И вот столько у меня проутюженных полос. Длинных полос 16, а светлые короткие я не считала. Длинные темные полоски закрепила на узкой тесьме булавками. Закрепляла рядышком, но не слишком плотно, оставляла между полосками где-то 1-2 миллиметра. Среди темных полос у меня не только брюки, так как их не хватило. Сюда пошли еще и отрезки костюмных тканей. Ну, их мне подогнал заказчик. И дальше в длинные продольные полоски начинаем вплетать поперечные, контрастные. Через одну. И дальше в шахматном порядке вплетаю следующую полоску. Будем уплотнять, приближая, сдвигая их к предыдущей полоске. Для того, чтобы полоски плотнее подходили друг к другу, мы будем потихонечку подтягивать. Чтобы полоски наши не сдвигались, концы коротких полос я закрепляю булавочками на крайней длинной полосе. Ну и дальше продолжаем плести в задуманном ритме. По мере увеличения полотна
Я его сворачиваю в валик и постепенно подворачиваю. А также во время плетения я слегка вот эти полосочки подтягиваю. Надо следить, чтобы полотно не перекашивало, но это несложно. Полоски все ровные. Ну вот, закончила я плетение, и в конце у меня уже булавочек не хватило. Я остальные последние квадратики закрепила на нитку с иголкой. И сейчас я обрежу все лишнее. Ну и буду окантовывать. Для окантовки я выкроила бейку из черного сатина. Бейка выкроена по долевой шириной 6 сантиметров. На изделие ушли 8 брюк, из них 2 детские. И 4 длинные полосы я выкраивала из костюмной ткани, ну, из кусков. Ну, от брюк, конечно, остались какие-то полоски, но незначительные. И еще 5 коротких полосок я выкраивала из ткани, из темно-голубой, с синим орнаментом. Ну, для перехода цвета я это добавила. По-моему, получилось неплохо. Вещь получилась масштабная, по ширине 67 сантиметров и по длине 174. На эту работу я потратила 4 дня. Ну, конечно, не с утра до вечера. Хочу сказать, что работа состоит из простых действий, а результат получился эффектный. Изделие получилось двухстороннее, и заказчику вещь понравилась. А если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, делитесь своими мнениями в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.